В середине декабря 2018 года в окрестностях планеты Земля появился некий странный объект, движущийся со скоростью, превышающей вторую космическую. Этот объект был обнаружен Аризонской обсерваторией, последней действующей обсерваторией на Земле. После того, как в большинстве стран мира к власти пришли экологические партии, они прекратили государственное финансирование любых научных исследований, не имеющих прямого отношения к экологии. И лишь Аризонской обсерватории еще удавалось как-то существовать за счет подачек одного чудаковатого миллиардера. Объект был обнаружен аризонскими астрономами совершенно случайно. На снимке участка Млечного Пути, сделанном с продолжительной выдержкой, после проявления была обнаружена тонкая прямая полоска звезд с пониженной яркостью, как будто во время съемки между звездами и объективом пролетел какой-то темный, непрозрачный предмет, по очереди преграждая свет от каждой из этих звезд. Как показали последующие наблюдения, этот предмет, находившийся на расстоянии нескольких десятков тысяч километров от Земли, не излучал и не отражал света, и потому его очертания можно было видеть лишь когда он ненадолго оказывался на фоне скоплений звезд, и тогда в сильный телескоп можно было разглядеть черный силуэт странной формы. Через день было замечено, что объект замедляет движение, а еще через день стало ясно, что он вышел на орбиту вокруг Земли с высотой 700-800 километров. Попытки поточнее определить его орбиту с помощью радиолокатора ни к чему не привели. Радиоимпульсы, посылавшиеся в сторону объекта, обратно не возвращались. По-видимому, он не отражал электромагнитное излучение не только в световом, но и в радиодиапазоне. Казалось бы, такой абсолютно черный предмет, поглощавший все падавшее на него излучение, должен сильно нагреваться, однако наблюдения в инфракрасном диапазоне также ничего не дали. Если судить по тепловому излучению, объект либо вообще не существовал, либо его температура была близка к абсолютному нулю. За это, а также за его размеры, не менее сотни метров в длину, объект быстро получил кличку «Черный айсберг». Попытки теоретически объяснить странные свойства черного айсберга неизбежно приводили к предположению о том, что он был способен переизлучать падавшее на него электромагнитное излучение в противоположную от Земли сторону, так, чтобы с Земли его было трудно заметить. Торможение и выход на орбиту вокруг Земли были вообще необъяснимы, если не предположить, что черный айсберг являлся объектом искусственного происхождения.